Суть тайной доктрины Елены Блаватской заключается в масштабном синтезе с наукой, религией и философией, утверждающем фундаментальное духовное единство Вселенной и ее циклическое развитие через эволюцию сознания и материи. Написанный в 1888 году, труд базируется на 3 фундаментальных постулатах, приемах. Абсолютный принцип — существование единой, вечной, безграничной и непознаваемой реальности, которая является первопричиной всего сущего. Закон цикличности. Вселенная развивается через бесконечную смену периодов проявления, манвантара, и покоя, пралайя. Единство душ. Все искры сознания, монады, идентичны единому океану духа и проходят обязательный путь перевоплощений, эволюцию. Одно из основных утверждений тайной доктрины относится к абсолютной универсальности закона периодичности, прилива и отлива, нарастания и убыли, которые физическая наука усмотрела и зафиксировала во всех отделах природы. Чередование дня и ночи, жизни и смерти, сна и бодрствования является настолько общеизвестным, абсолютно всеобъемлющим фактом, что легко понять, что в нем мы видим один из основополагающих законов Вселенной. Ни одной божественной душе недоступно независимое осознанное существование, прежде чем искра, отделившаяся от чистой сущности, не пройдет сквозь каждую начальную форму феноменального мира, не обретет индивидуальности, сначала в силу врожденного импульса, а затем путем личных усилий, контролируемых кармой, таким образом подымаясь через все степени разума, от низшего до высшего разума, от минерала и растения до высшего архангела. Основная доктрина эзотерической философии не признает за человеком особых привилегий или дарований, за исключением тех, которые завоеваны самим эго путем личных усилий и достижений на протяжении длинного ряда метемпсихозов и реинкарнаций. Таковы основные понятия, на которых покоится тайная доктрина. Как только читатель поймет их и осознает свет, который они проливают на каждый жизненный вопрос, он более не будет нуждаться в дальнейших наглядных доказательствах, поскольку их истинность будет для него так же очевидна, как солнце в небе. В третьем утверждении вводятся понятия кармы и реинкарнации, и вот что говорит о них Елена Петровна в других главах тайной доктрины. Только те, кто верит в реинкарнацию и карму, смутно подозревают, что вся тайна жизни заключается в непрерывном цикле ее проявлений. Ибо те, кто верит в карму, верят и в судьбу, которую от рождения до смерти каждый человек ткет нить за нитью вокруг себя, как паук свою пряжу. Этот закон, сознательный или бессознательный, никому ничего не предопределяет. Карма ничего не создает, равно как и не предопределяет. Человек сам строит планы и создает причины, а кармический закон приспосабливает следствие. Это приспособление не действие, а вселенская гармония, которая вечно стремится вернуться к своему первоначальному состоянию, подобно ветке, которая, будучи слишком сильно согнута, разгибается с соответствующей силой. Если при этом происходит вывих руки, которая пыталась вывести ветку из ее естественного положения, можем ли мы сказать, что нашу руку повредила ветка, или это наша собственная глупость навлекла на нас беду? Карма никогда не стремилась разрушить интеллектуальную или личностную свободу. Она не облекала во мрак свои указы с намерением запутать человека. Также она не покарает того, кто осмелится исследовать ее тайны. Наоборот, тот, кто посредством учения и медитации раскроет ее запутанные пути и прольет свет на темные тропы, в переплетениях которых погибают столько людей, не знающих лабиринта жизни, тот работает на благо своих ближних. Верующие в карму не могут рассматриваться как атеисты или материалисты, еще меньше как фаталисты. Это есть доктрина, которая объясняет происхождение зла и облагораживает наши представления о том, какой именно должна быть непреложная божественная справедливость, вместо того, чтобы принижать неизвестное и непостижимое божество, делая из него своевольного, жестокого тирана, которого мы называем провидением.
Оккультист или философ не будет говорить о доброте или кровожадности провидения, но, отождествляя его с кармой, немезидой, он тем не менее будет учить, что она охраняет праведных и покровительствует их в этой и в будущих жизнях, и покарает злодеев, да, даже до 7-го воплощения. Говоря проще, до тех пор, пока последствия, которые он вызвал, приведя в пертурбацию даже малейший атом в бескрайнем мире гармонии, не будет, наконец, искуплено. Ибо единственное повеление кармы, вечное и неизменное, это абсолютная гармония в мире материи, каковой она есть в мире духа. Следовательно, это не карма, которая вознаграждает или покарает, а мы сами вознаграждаем или наказываем себя, соответственно тому, работаем ли мы с природой, через нее или наравне с ней, подчиняясь законам, которые от этой гармонии зависят, или нарушая их. С действием кармы связаны невидимые скрижали астрального света, великая галерея картин вечности, точное отражение каждого деяния и даже мысли человека. Как говорится в разоблаченной Изиде, этот божественный и невидимый холст есть книга жизни. Вечная летопись не есть фантастическая мечта, ведь мы встречаемся с подобными летописями в мире грубой материи. Тень никогда не падает на стену, не оставив на ней постоянного следа, и этот след может стать видимым, если прибегнуть к надлежащим процессам, говорит доктор Дрейпер. На стенах наших самых личных комнат, где мы думаем, что всякий курьезный глаз совершенно исключен и наше уединение никогда не может быть нарушено, остаются следы наших деяний, отпечатки всего того, что мы сделали. Доктор Джеванс и Баббидж считают, что каждая мысль перемещает частицы Брина и приводит их в движение, разбрасывая их в пространстве. Они также полагают, что каждая частица существующей материи есть запись всего, что происходило. Поэтому, утверждает Блаватская, древняя доктрина начала укреплять свои позиции в гипотезах научного мира. Закон оккультной динамики учит тому, что данное количество энергии, затраченное на духовном или астральном плане существования, производит гораздо большие следствия, чем то же количество, потраченное на физическом объективном плане существования. Следовательно, уничтожение одной плохой причины избавит не от одного, а от многих плохих следствий. И если братство или даже много братств не смогут противоставить тому, чтобы народы в будущем перерезали друг другу глотки, все же единение мыслей и действий в философских исследованиях тайн бытия всегда остановит некоторых людей от порождения дополнительных причин зла и горя в мире, и так ими переполненном. Это положение дел будет продолжаться до тех пор, пока мы не начнем действовать изнутри, вместо того, чтобы следовать внешним импульсам. Чем ближе единение между смертным отражением, человеком и его духовным «я», тем менее опасны внешние обстоятельства и последующие реинкарнации. Согласно книге, человек — это микрокосмос, повторяющий структуру макрокосмоса. Наша цель — через карму, закон причинно-следственных связей и реинкарнацию, перевоплощение, пройти опыт материального мира, развить самосознание и вернуться к божественному первоисточнику в преображенном эволюционно зрелом состоянии.